В этом выпуске я поделюсь опытом, как можно разными способами сделать трафареты для декорирования различных поверхностей. Привет, друзья! С вами Лилия Гомболевская. Первый способ простой и доступный практически всем. Сначала нужно распечатать рисунок. Рекомендую использовать плотную бумагу, например, ватман или бумагу для черчения, чтобы трафарет был достаточно плотным. В этом случае при работе с ним трафарет будет держать форму. Я выбрала не очень сложный рисунок, хотя этот способ можно использовать и для более сложных. Беру широкий прозрачный скотч и обклеиваю им рисунок с двух сторон. Клейте аккуратно и старайтесь, чтобы скотч был без заломов. Затем полученную заготовку закрепляю на раскроенном коврике и с помощью острого макетного ножа вырезаю контуры. Такой трафарет можно использовать несколько раз, но он все же не так долговечен, как трафарет, сделанный следующим способом. В принципе, второй способ очень похож на предыдущий, с той лишь разницей, что вместо скотча я использую специальную пленку для ламинации. И, конечно же, понадобится непосредственно сам ламинатор. Кстати, этот мой ламинатор вполне доступен в плане цены. Когда-то я покупала его в смоленском Метро. Для тех, кто не знает, Метро – это международная сеть магазинов. Бумагу для такого способа лучше использовать простую офисную, так как пленка на ней надежнее закрепляется. Этот способ, конечно, не так доступен, так как требует использования специального устройства, но такой трафарет будет служить дольше, чем ламинированный скотчем. Для этого способа также нужно распечатать рисунок будущего трафарета, а еще подготовить плотную прозрачную пленку. Это может быть прозрачная папка-уголок или же, например, вот такая толстенькая пленка ПВХ. Рисунок лучше перевести на саму пленку, так как если вы просто подложите под нее рисунок и станете вырезать, то в процессе бумага также будет надрезаться, а контур рисунка сдвигаться. Следующий способ требует специального инструмента – паяльника с острым жалом. А пленка, из которой будет сделан трафарет, должна иметь такую температуру плавления, чтобы паяльник мог ее расплавить. Я использую прозрачные файлы, но не обычные тонкие, а толщиной 110 микрометров. Это 0,11 мм.
Стекло подкладываю под рисунок, а сверху бумагу накрываю пленкой. Резать лучше на стекле или же на другой твердой и гладкой поверхности, которая не будет портиться горячим паяльником. Отличительная особенность этого способа в том, что не обязательно соблюдать соединение отверстий рисунка с основным полотном трафарета, то есть теми перемычками, которые не дают некоторым вырезаемым элементам выпасть из общего рисунка. Для него нужна бумага с клеевым покрытием. Можно использовать самоклеющуюся бумагу или же вот такую похожую пленку для декора поверхностей. Но на бумагу легче нанести рисунок, так как ее можно заправить в принтер и непосредственно распечатать рисунок. Рисунок печатаю на лицевой стороне. Снимаю подложку и наклеиваю бумагу на макетный коврик, а затем вырезаю рисунок по контуру, оставляя при этом на своих местах те самые внутренние элементы рисунка. Теперь узким бумажным скотчем оклеиваю непосредственно вырезанный рисунок трафарета. Я использую именно узкий скотч для того, чтобы на этих внутренних элементах рисунка полоски скотча стыковались. Просто в дальнейшем при снятии скотча такие внутренние элементы будет проще удержать на нужных местах. Теперь снимаю трафарет с коврика. Острием ножа я помогаю оставаться всем элементам на своих местах. И укладываю трафарет на поверхность, на которой будет рисунок. Снимаю бумажный скотч. Сначала снимаю одну полоску, а вторая еще удерживает внутренний элемент на месте. А затем снимаю следующую полоску. И также можно пальцем придержать элемент, чтобы он не сдвинулся. Этот трафарет одноразовый, а из положительного он на клеевой основе, что удобно при работе. Так как я взяла дерево, а его поверхность имеет некоторую шероховатость, то печать получилась с некоторыми погрешностями, которых не будет, если использовать гладкую поверхность. Такой трафарет плотно прилегает и не дает краске затекать за края трафарета. Но с шероховатыми поверхностями, как дерево, конечно, рисунок идеальным не будет. Такой трафарет больше подходит для создания рисунков с нечеткими линиями и формами, и сделать его можно с помощью горячего клея. Я сделаю не весь рисунок, а только его часть. В качестве поверхности можно взять стекло и с обратной стороны закрепить к нему нужный рисунок. Сверху стекло слегка смазываю маслом. Я использую восковую мастику, но можно взять даже простое подсолнечное масло. Клей выдавливаю по рисунку, а затем жду, когда он полностью остынет. Такие трафареты еще называют масками или обратными трафаретами. Еще один способ, который, конечно, нельзя назвать доступным, но он дает возможность сделать трафарет любой сложности.
И здесь понадобится помощь режущего плоттера. Создаю рисунок в графическом редакторе. Рисунок должен быть в векторном формате, так как только он пригоден для передачи в специальную программу. Сохраняю файл в нужном формате, а затем открываю его в приложении Canvas. Это приложение было разработано специально для работы с плоттерами Brother. Проверяю рисунок, при необходимости уточняю. А затем передаю его непосредственно в плоттер для резки. У меня плоттер с функцией Wi-Fi, и мне удобно использовать именно эту функцию. Но можно сохранять файл для плоттера сначала на компьютере, а потом, когда нужно, передать на плоттер для резки. Закрепляю на коврике лист от пластиковой папки и отправляю в плоттер. Такой коврик имеет липкий слой. У меня плоттер Brother ScanCAD CM900. Так как мой коврик со временем и частым использованием износился и практически потерял свою липкость, то под лист желтого пластика я подклеила двухсторонний скотч. Рисунок тоже немного уменьшила от первоначального. Вот такой трафарет получился, к тому же он уже с клеевым основанием. И 8-й способ. Я бы не назвала это способом сделать трафарет, скорее подсказкой, что можно использовать в качестве трафарета. Например, вот такие пластиковые салфетки-подложки вполне могут служить в качестве трафарета маски. А еще можно использовать даже вязаные салфетки, уложив их на поверхность и распылив поверху краску спрей. Салфетка, конечно, тоже безвозвратно окрасится, но отпечаток будет эффектным. Наверняка я показала не все способы, которыми можно пользоваться для создания трафаретов. И, возможно, у вас есть свои варианты. Тогда, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как вы делаете свои трафареты. Если видео было для вас полезным или просто понравилось, поддержите его лайком, мне будет приятно. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.